Шестой игровой день был исключительно женским, и в этот игровой день девушки заканчивали второй круг, так что многие турнирные расклады стали более очевидными. Турция, Доминиканская республика, Бразилия, Япония, Италия, Нидерланды и Франция, Китай. Результаты этих матчей в традиционном обзоре. С вас, как обычно, лайки и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости с Олимпийского корта в Париже. Погнали! После первого матча в исполнении Турции я вообще не знал, что от них ожидать, так что их противостояние против Доминиканы обещало стать крайне ярким событием, и действительно этот матч получился зрелищным. Сегодня Шахин вышла в роли стартовой связующей и почему-то решил дать передохнуть Варгас в начале первого сета, что в дальнейшем плохо сказалось на ее продуктивности и хорошем настроении доминиканских девушек, так что первый сет удачно отошел к ним в копилку. Но дальше диагональную вернули к привычному ритму, и она начала крушить соперниц, при этом существенно улучшив настроение у своей команды. А вот Доминикана уже не могла демонстрировать столь чистый волейбол, что было у них в первом игровом отрезке. Да, у Турции есть проблемы в защите, но с ними они здесь не столкнулись, из-за того, что много работы сделал блок, так что Гюнеш отпраздновал свое возвращение победой. 21-25, 15-18, 25-22, 25-15. Турецкие девушки в шаге от плей-офф. Самой результативной тут, безусловно, стала Варгас. Турецкая диагональная набрала 31 очко. Сколько успели набрать остальные девушки, вы можете узнать из этого протокола. А вот дальше состоялся матч, который ждал с безумным нетерпением. Бразилия и Япония должны были подарить нам великолепное шоу. 4 последних матча между этими командами завершились со счетом 3-2, да и та феерия в полуфинале прошедшей регенерации все еще не выходит из памяти. Но, к огромному сожалению, несмотря на наличие большого количества красивых моментов, этот матч даже близко не приблизился к событиям минувших противостояний. Первые два сета японки просто пытались нащупать свой игровой ритм, потому что они вообще не показывали своей привычной игры. Хорошо работал прием, хорошо работала защита, но организация атак у них безумно страдала. И снова, как и в предыдущем видео, я начинаю сетовать на примитивность игры японских связующих. И вот теперь добрался и до девушек. Здесь до третьего сета полностью отсутствовала та кружевная игра, которой баловали нас японки по ходу регенерации, и эта прагматичность не позволяла им стабильно набирать очки. И пусть уже к третьему сету они нащупали нужный ритм, остановить Бразилию было попросту нереально. Если раньше соперникам Японии приходилось проводить по несколько атак подряд, чтобы набрать очки в розыгрыше, то теперь эту роль на себя взяли девушки из Бразилии. Безумный матч в их исполнении, что и привело их к победе 25-20, 25-17 и 25-18. Самой результативной в этом противостоянии стала Габи. Капитану сборной Бразилии покорилась отметка в 17 набранных очков. Остальная статистика уже находится на ваших экранах. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. В третьем матче игрового дня у нас сошлись одни из главных претенденток на золотые медали Италия, а также Нидерланды, которые смогли удивить волейбольную общественность, чуть не переиграв Турцию. Так что этот матч заслуживал нашего внимания. Нидерланды продолжили демонстрировать максимальные возможности своего группового блока и снова принялись докучать диагональный соперника с такой плотной и мобильной оборонительной конструкцией. Сегодня, к моему удивлению, в стартовом составе вышла Екатерина Антропова, а не Паула Игону, и вокруг Кати крутилась вся основная интрига в этом матче. Нидерланды даже смогли обзавестись одним сетболом, благодаря тому, что итальянская диагональная, несмотря на 13 набранных очков, допустила 5 результативных ошибок, что оставляло соперницам шансы на успех, но они им не воспользовались. Дальше уже Антропову было не остановить, и на фоне солидной поддержки коллег по команде Екатерина выдала рекордный перформанс на этой Олимпиаде, перебив достижения Бошкович и Варгас. И принеся победу Италии 29-27, 25-18 и 25-19, она позволила своей команде пробиться в плей-офф. Всего за 3 сета Антропова набрала 33 очка. Безумное достижение. Сколько успели набрать другие девушки, вы можете узнать из протокола на ваших экранах. Закрывал шестой игровой день матч между Францией и Китаем. Тут француженкам не могла помочь даже активная поддержка домашних трибун и полноценное появление на площадке Хелены Казот. Ожидаемо, китаянки оказывали давление своим массивным блоком, где они набрали не только 12 очков за 3 сета, но и заставляли Францию очень много ошибаться. При этом сами традиционно допускали минимальное количество брака.
Доминация Китая была настолько очевидной, что француженки даже в начале сета не могли выйти вперед. Лишь 2 раза за матч они смогли сравнять счет. 25-18, 25-16 и 25-19. Китай гарантировали себе проход в четвертьфинал. Ли Ning стала самой результативной в этом матче. Китайская доигровщица набрала 14 очков. Статистика заключительного матча игрового дня уже находится на экранах ваших устройств. Тут же традиционно вы можете узнать и все результаты. Сегодня обошлось без длительных разборок. А вот турнирная таблица выглядит интересно. Бразилия, Польша, Италия и Турция гарантированно выходят в плей-офф с верхних позиций. Сербия, даже если проиграет Китаю в последнем матче, точно пройдет с 3-го места. А вот вторую такую возможность могут гарантированно получить Нидерланды, если наберут 3 очка в матче против Доминиканской республики. При этом и Доминикана, и Япония еще остаются в борьбе. Фантастика! Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.